Горшеня. Захотелось раз царю Ивану Васильевичу узнать, кто в его царстве-государстве разумнее всех будет. Собрал он именитых своих людей, бояр, вельмож, воевод, купцов да попов, и загадал им 3 загадки. Кто на свете всех щедрее? Кто всех быстрее? И что на свете всего хуже? Стали именитые люди отгадывать царские загадки. Отгадывали, не могли отгадать. Каждый свое несет, а все без толку. В ту самую пору проезжал мимо царских палат Горшеня, да покрикивал: «Кому горшки глиняные, кому тарелочки!» Услышал царь Иван Васильевич и приказал привести Горшеню. Может, он поумнее бояр да попов будет. Выбежали из палат именитые люди, бросились к Горшене. — Эй, стой, погоди! Остановился Горшеня и спрашивает: — Зачем я понадобился? Говорят ему именитые люди: — Хочет царь-государь Иван Васильевич тебе 3 загадки загадать. — Какие загадки? — А вот такие и такие. — говорит Горшеня, — разве это загадки? Стали бояре да вельможи спрашивать Горшеню: скажи отгадки. — Нет, — отвечает Горшеня, — меня царь зовет, сам к нему и пойду, сам ему и отгадки скажу. Принялись они тогда подкупать Горшеню, стали обещать ему злато-серебра, а Горшеня на своем стоит. Лучше и не просите, одному царю скажу. Нечего делать. Ввели они его в царские палаты белокаменные, поставили перед царем Иваном Васильевичем. — Здорово, Горшенюшка, — говорит царь. — Здорово, великий государь. — А не отгадаешь ли ты, Горшенюшка, мою первую загадку? Кто на свете всех щедрее? Вот мои бояре, воеводы да попы говорят, что я щедрее всех буду. Ты что скажешь? А я скажу, царь-государь, что щедрее всех земля, что не живет, что не растет, всех она питает. Молодец, Горшенюшка, правильно отгадал. А вот и вторая моя загадка. Кто всех быстрее? Мои именитые люди по-разному отвечают. Кто говорит, конь его быстрее всех, кто собака борзая, кто сокол, кто заяц. Какая твоя отгадка будет? Ни то не говорят, царь-государь. Быстрее всего мысль. Мыслью весь мир вмиг облетишь. И этот ответ хорош. А как ты 3-ю мою загадку отгадаешь? Что на свете хуже всего? Один боярин сосед своего называет, другой жену злую. Без толку их ответы, царь-государь. От дурного соседа можно уйти, злую жену укротить можно, а вот от дурного разума никуда не уйдешь, нигде не спрячешься, все с тобою будет. Видно, дурной разум хуже всего на свете. Похвалил царь Иван Васильевич Горшеню. Умен, разумен ты, Горшенюшка. Слушай, ты для меня? Я для тебя. Скажи, чем тебя наградить? Ничего мне не надо, царь-государь. А коли твоя царская милость будет, сделай запрет продавать на 50 верст глиняные горшки и тарелки. Никто бы тут, кроме меня, не продавал их. И я буду этим очень доволен. Хорошо, Горшенюшка, будь по-твоему. И еще я тебе загадкой скажу. Прилетят к тебе гуси, сумей по перышку выдернуть. Сумею, царь-государь. Именитые люди слушают, ничего понять не могут. Уехал Горшеня, а царь Иван Васильевич на другой же день издал приказ, чтобы у всех бояр, у всех воевод, купцов да попов на пирах не было посуды, ни золотой, ни серебряной, ни оловянной, ни медной, ни деревянной, а была бы только глиняная. И еще было сказано,
Сам проверю, как мой приказ исполнять будут. А Горшеня в то время дома сидел, да работал, рук не покладая. Знай, лепит и обжигает горшки до тарелочки. Целый воз наделал. А как закончил работу, повез свой товар в город на торжище. Только приехал на торжище, кинулись к нему со всех сторон покупщики. Да не простые люди, а все князья да бояре, воеводы да попы. Один другого локтями отталкивает, любую цену дает. Горшеня не успевает деньги получать. После всех бежит главный боярин. Пузо как бочка, борода как лопата. — Хорош ли товар, Горшенюшка? — Хорош, просим покорно. — Много ли у тебя осталось? — Да не так уж много. Сегодня на мои горшки до тарелки большой спрос. — Продай мне все, что у тебя на вазу осталось. — Купи. — А во сколько горшок ценишь? — В 50 рубликов. — Что ты, в своем ли ты уме? Я в ином месяце куплю, 2 гроша заплачу. — Твоя воля. Выругался главный боярин, ушел с торжища. Побегал, поискал, нигде глиняных горшков не нашел. Вернулся обратно. — Ну как, Горшеня, одумался? Какую цену назначаешь? — 100 рублей за горшок. — Как 100 рублей? Видно, с ума ты сошел. — Сошел или нет, а цена горшку 100 рублей. — Ах ты, такой-сякой. — Оставайся ты тут со своими горшками! — кричит боярин. Покричал и ушел. Походил боярин по рынку и думает. — Кто знает, а вдруг царь-государь ко мне пожалует, а у меня ни одного глиняного горшочка нет. Тогда смотри, и головы лишишься. Опять вернулся. — Ну, Горшеня, сколько же горшок стоит? — А теперь ни за какие деньги не продам. Свези меня на себе, уважу тебя. Без платы горшков дам. А не повезешь, другой охотник найдется. Сегодня на мой товар большой спрос. Видит боярин, деваться некуда. Платить за горшок 100 рублей жалко, без горшка остаться боязно. Думал боярин, да делать нечего. — Ладно, — говорит, — повезу. Выпряг Горшеня лошадь. На место ее поставил в оглобле боярина, запряг. «На! Поехали!» Пыхтит боярин, отдувается, а сам везет да везет Горшеню. А Горшеня кнутиком помахивает, да во весь голос песню поет. Вез боярин и спрашивает. — До коих же мест везти тебя? — Вези хоть до царского дворца. Весело поет Горшеня, а возле дворца еще громче запел. По песне его царь Иван Васильевич узнал. Это видно, мой Горшеня едет. Выглянул в окошко, говорит. — Здравствуй, Горшенюшка, с приездом! Благодарствует царь-государь. — Да на ком ты едешь? — На дурном разуме. — Ну, молодец ты, Горшеня, истинно молодец. А как, гуси прилетали? — Прилетали, царь-государь. — Сумел по перышку выдернуть? — Сумел, царь-государь, да еще по золотому. — Ну, входи в палаты, гостем будешь. Посадил царь Иван Васильевич Горшеню возле себя, стал его подчивать. А бояре да именитые люди сидят, косо на Горшеню поглядывают, сами сговариваются, как бы на него царский гнев немилость направить. И затеяли они игру. Боярин, что на самом конце стола сидел, ударил наотмашь по щеке другого и говорит: «Передай дальше». Тот размахнулся, соседа своего ударил и те же слова говорит: «Передай дальше». Так и пошло от одного к другому и дошло до Горшени. Ударил его главный боярин по щеке и говорит: «Передай дальше». Радуются все. Ловко они Горшеню подвели. Ничего ему не остается, как самого царя-государя ударить. Горшеня, не будь глуп,
размахнулся изо всей силы, бац, главного боярина по щеке. «Передай обратно!» Засмеялся царь Иван Васильевич и говорит: «Опять ты, Горшенюшка, догадливее всех оказался. Довольно тебе глину месить. Разувай-ка ты лапти, сбрасывай кафтан, надевай-ка сапоги да одежду моего главного боярина. А ты, боярин, обувайся в Горшанины лапти, одевайся в его кафтан, отправляйся горшки лепить. Только вот не знаю, хватит ли у тебя на это ума-разума».